Приветствую, дорогие друзья! И сегодня у меня для вас удивительный по своей полезности овощ под названием батат. Батат еще называют сладким картофелем, но пользы от него гораздо больше. У него просто уникальный состав. Представьте себе, в среднем клубне батата содержится более 400% дневной нормы витамина А, 37% витамина С. Это укрепляет сосуды. 16% витамина В6. Это очень хорошо для обмена веществ. 15% клетчатки. Клетчатка очищает организм и выводит из него токсины, нормализует работу пищеварительной системы. В каждой части батата содержатся антиоксиданты, которые защищают наши клетки от окислений. Это замедляет старение и проводит профилактику хронических заболеваний. Батат укрепляет иммунитет, поддерживает нормальный уровень давления, снимает воспаление в организме, в том числе и в головном мозге, укрепляет глаза. Очень хорош батат и при запорах. Из-за высокого содержания клетчатки он их предотвращает и улучшает в целом работу пищеварительного тракта. Батат очищает кровь от холестерина и в целом улучшает кровообращение и делает стенки сосудов эластичнее и толще. Высокое содержание бета-каротина предотвращает преждевременное старение, а также большое количество калия помогает справляться с депрессией, успокаивает нервную систему. Батат еще называют прекрасным антидепрессантом. И вот еще важный момент. Регулярное употребление в пищу батата способствует выработке нашим организмом лимфоцитов, которые нейтрализуют болезнетворные вирусы и бактерии, что очень важно сейчас в период заболеваний. Очень рекомендуют батат также и людям, у которых проблемы дыхания, страдающим астмой, бронхитом и другими заболеваниями дыхательных путей. Этот овощ отлично помогает в борьбе с болезнями дыхания. Кроме того, он также способствует улучшению зрения. Батат полезнее всего запекать в духовке. Как вы могли видеть, я поливаю его оливковым маслом, посыпаю солью и перцем и ставлю на 40 минут при температуре 200 градусов. Противопоказания. Батат содержит много кислот, поэтому его не стоит есть людям, у которых есть язва желудка или гастрит. Чрезмерное употребление батата может привести к возникновению камней в почках. Также батат стоит умеренно есть при диабете. Он содержит углеводы, которые повышают уровень сахара в крови. В батате много калия, как я уже говорила, поэтому учитывайте это, если вам назначили лекарства, которые повышают уровень калия в организме. Я желаю вам здоровья и прекрасного настроения, друзья мои.